В один из тех солнечных дней, когда небесная голубизна плыла над головой, а легкий морской ветерок играл в каскаде волн, Николь решила провести день вдали от городской суеты. Ее сердце наполнило радость ожидания. Этот день был отведен для ее любимого занятия — верховой езды вдоль побережья в компании ее верного коня по кличке Астра, умного и стойкого животного, с которым она провела много незабываемых часов. Пока она ехала, мимо проносились пейзажи: белый песок, окаймленный рассветным светом, и безбрежное море, создавшее идеальную картину природы. Николь чувствовала, как это мгновение освобождает ее от повседневных забот. Она любила быть на свежем воздухе, вдали от всех шумных улиц, громкой музыки и суеты. Иногда, когда обычные дни превращались в однообразные рутины, именно такие моменты придавали ее жизни смысл. Астра был не просто конем, он был ее другом, спутником, с которым она делила много радостей и печалей. За годы их дружбы они стали настоящей командой. Каждый шаг вдоль побережья напоминал ей о том, как важно ценить эти малые радости. Но в тот день вскоре должна была произойти беда. Когда они приблизились к кромке воды, отлив освободил часть побережья. Николь на минуту задумалась о том, как странно и красиво это выглядит. Природа, играющая со временем и пространством. Она наслаждалась звуком ласточкиных трелей и морского шума, как вдруг ее задумчивость прервала резкая остановка Астра. Конь поджал под себя ноги и в мгновение ока начал проваливаться в трясину, которая образовалась на месте, когда отлив оставил свою страшную ловушку. «Астро!» — закричала Николь с ужасом, осознавая, что происходит. Она мгновенно спешилась, но, осознав всю серьезность ситуации, ощутила, как страх пробирается в ее сердце. Астра в панике пытался вырваться, но лишь усиливал свою борьбу, погружаясь в трясину все глубже. На мгновение время остановилось. Николь поняла, что без помощи людей их шансы выбраться из этой смертельной ловушки ничтожны. Она бросилась в грязь, не думая о собственном состоянии. Для нее в тот момент был важен только ее верный друг. «Держись, Астро», — уверяла она, когда ее колени утонули в трясине. Девушка пыталась копать своими руками, вырываясь к коню. Каждый момент казался вечностью, а рекорд ее усилий не давал никакого результата. 3 часа безуспешной борьбы отнимали у нее силы, она сама погрузилась почти по пояс в грязь, и отдышка становилась все тяжелее. Сердце колотилось от страха, когда она понимала, что время не на их стороне, и с каждым разом прилив все больше приближался к их месту. Николь оглянулась на морскую гладь, что обрамляла берега, и осознала, что надо делать что-то срочно. Вспомнив о службах спасения, она приняла единственно верное решение — позвать на помощь. Сжав в кулаке телефон, она быстро набрала номер. Ее голос трясся от паники, но она старалась объяснить ситуацию как можно спокойнее. За краткое время, казалось, целая команда спасателей уже была в пути. На место прибыли спасатели, местный ветеринар и фермер, живущий неподалеку. Николь облегченно вздохнула, увидев, как к ним приближаются эти незнакомые, но надежные лица. Фермер быстро оценил ситуацию, побегал вокруг, осматривая бедного Астра, и тут же отправился домой за трактором. В этот момент Николь почувствовала, как надежда возвращается к ней. Спасатели начали свою работу. Первым делом они сделали укол успокоительного Астра. Стресс, который он переживал, был огромен, и Николь знала, что это необходимо для его благополучия. Она наблюдала за ними. Сердце ее наполнялось тоской, но в то же время возникало чувство облегчения. Они здесь, и, по крайней мере, у ее друга есть шанс. Однако даже с усилиями спасателей извлечь Астра из трясины не удавалось. Каждая попытка не приносила результата. Конь бился в неистовом страхе,
И усилия людей лишь порой казались отчаянными. Даже специализированный вертолет, готовый помочь, не справился с такой непредвиденной задачей, покинув их с чувством безысходности, однако с одной надеждой. Скоро вернется трактор. Время неумолимо шло, и прилив подошел вплотную к бедному животному, когда фермер наконец вернулся с трактором. Он выглядел сосредоточенным и уверенным, быстро оценил обстановку и стал действовать. С его опытом и практичностью момент долгожданного освобождения казался еще возможным. За считанные минуты трактор принялся за работу. Командуя своей техникой, фермер применял все свои навыки, чтобы осторожно обхватить Астра и освободить его от стеснения трясины. В тот момент, когда конь наконец был вытащен на сушу, облегчение охватило всех — Николь, спасателей и ветеринара. Однако это еще не все. Астра, будучи сильно изможденным, просто рухнул на берегу, не в силах встать на ноги. Его мускулистое тело дрожало, а в глазах застыл страх и конфьюжн. Николь падала рядом, обнимая его место и прося прощения за произошедшее. Она знала, что ему необходимо время, чтобы прийти в себя. Ветеринар быстро подошел к ним, осматривая тело бедного животного и делая некоторые процедуры. Уколы, обработки — все это было необходимо, но в то же время надежда снова возвращалась. Николь хотела, чтобы он знал — она здесь. Чего бы ни стоило, они вместе и готовы выдержать испытание. Спасатели и фермер, убираясь вокруг, пытались облегчить ситуацию, поднося воду и еду. Спасение этого благородного животного, ставшее настоящим символом дружбы между человеком и животным, требует не только физической силы, но и заботы. Время медленно шло, но теплая атмосфера дружбы и поддержки помогала Астра восстановить силы. Наконец, после долгих часов восстановления и заботы, Астра поднял голову и посмотрел на удивленные лица Николь и всех других. Его глаза наполнились благодарностью, и Николь ощутила, как слезы счастья текут по ее щекам. Долгожданный момент воссоединения с ее любимым конем стал жизненно важным уроком о преданности и дружбе. «Ты справился, Астронет!» — закричала она, обнимая своего друга. Он шевелил ушами и слабо хрипел, но страх ушел. В тот момент, когда они оба осознали, что действительно прошли через огонь и воду, их связь стала неразрывной. «Слава Богу за тех, кто приходит на помощь в трудные времена», — подумала Николь, наконец окунаясь в тепло и надежду, которые вновь обволакивали ее и ее верного спутника. В тот день они узнали, что настоящая дружба действительно способна преодолеть любые трудности. Следуя по берегу и возвращаясь туда, где все началось, Николь чувствовала себя другой. Они вместе, несмотря на трудности, несмотря на страхи. Эта история стала воспоминанием о бесконечной преданности, о людях, которые пришли на помощь в трудный момент, и о той жизненной силе, которая досталась им через испытания. С тех пор, как Астра восстановился и начал вновь наслаждаться прогулками вдоль берега, Николь делала все возможное, чтобы поддержать его. Получившему повреждение другу были сделаны специальные подходы в питание и уход. Ведь она понимала, что теперь им нужно больше времени, чтобы восстановить доверие друг к другу и друг к жизни. Смелое путешествие вдоль побережья стало для них чем-то гораздо большим, чем просто поездка на свежем воздухе. Эти моменты радости, провалы и вызовы, несомненно, сблизили их и обогатили их существование. Каждый вечер, когда они возвращались домой, они всегда находили минуты, чтобы поразмышлять о том, через что прошли друг с другом. Николь больше не считала дни, проведенные в рутине, и сделала все, чтобы каждый миг был значимым. Астра, благодаря ее любви, снова нашел свет в глазах, и они продолжали отправляться в новые приключения, обсуждая свой круг близких товарищей и делая неожиданные открытия. Ту историю о любви и дружбе,
О преданности в испытаниях они пронесли с собой в каждую новую встречу на своем пути. Это была не просто история спасения. Это была настоящая пришла к ним эталон жизни, напоминанием о том, что во время кризиса стоит помнить. Всегда есть те, кто готов прийти на помощь.